Всем доброй ночи. Друзья мои, дело в том, что я очень долгое время пыталась отговорить всех вообще касаться магии, поскольку я знаю, какие бывают последствия, когда люди тебя сначала считают врагом, когда ты их отговариваешь, просишь и объясняешь, да, а после просто-напросто вспоминают тебя. И очень часто, когда начинается всякие болезни, когда начинается суицидальное состояние, когда начинается сумасшествие, когда начинают проникать в твою жизнь демоны. И вот тогда ты начинаешь вспоминать, что когда-то мудрый человек тебя отговаривал, а ты думала, что она такая жадная, хочет только сама колдовать, чтобы никто ничего не знал. Поскольку я говорила и повторяю, что то, что нам разрешается, и то, что нам можно сделать, это совсем не говорит о том, что то же самое можете сделать вы, и что это безопасно будет для вас и вам не навредит. Поскольку очень много людей, которым я помогала и помогаю, и которым можно провести определенные вещи самим, чтобы как бы усилить мою работу, поскольку многие мне пишут издалека, я провожу с ними работу, да, издалека, не имея возможности приезжать. Конечно, это им помогает и очень помогает. Это одинаково, просто когда ты снимаешь человека лично, и когда по фото, немножко по фото подольше длится. Если человек тебе помогает в том, что что-то делает самому, то, конечно, намного как бы удача обеспечена в этой работе. Но вот то, что я сейчас вам даю, я буду сейчас потихоньку вам показывать, объяснять и, может быть, дарить некоторые вещи, которые вам разрешается делать. Всем простым людям. Когда вы покупаете дом, либо когда арендуете, неважно. Если вы до этого не жили там, да, лучше подстрахуйтесь, лучше очистите это помещение, после заходите и живите. Если вы уже там живете, у вас поселилось некто, кроме вас, если там был самоубийца, если там было нехорошее место, если там были, скажем, люди нехороших наклонностей, привычек и многое другое, и если вы чувствуете, что вы не одни все-таки живете в этом доме, да, или дом не дружит с вами, вот вы переехали в этот дом, и у вас и жизнь остановилась, и бизнес, и депрессия какая-то постоянная. Духи ходят по дому. Когда вы встаете, идете на кухню, у вас хорошее настроение, обратно возвращаетесь, вы проходите через эту сущность. Вы как только прошли, у вас унылое состояние, вам сразу же передает состояние этой сущности, понимаете? И чем чаще вы будете чистить себе дом, тем больше гарантирован уют, вас больше будет тянуть домой, потому что бывает такое, что вас не тянет домой, как начинается ночь, активизируется у вас состояние, вы мечетесь дома, у вас какие-то панические атаки, тревоги, вы не знаете откуда, чего, почему это происходит, но вам страшно оставаться, вам нехорошо, неуютно. То есть ваш дом не гостеприимен для вас. Это нужно исправлять, потому что жизнь будет невыносимой. То, что я сейчас даю, можно провести любому человеку. Вот, это не опасно. Потому что здесь не задействованы демонические силы. Здесь, можно сказать так, легкая бытовая магия, которую можно использовать и простому человеку. Но если у вас, конечно, очень серьезные проблемы, я боюсь, что это вам не удастся и не поможет. Но если у вас более-менее жизнь нормальная, если на вас нету ничего такого, если тем более это дается вместе с чисткой и после чистки, еще лучше, еще сильнее подействует. Но дом очистится. Вот то, что я сейчас прочитаю, это делается в каждой комнате. Сначала готовьте алтарь. Ложите темную ткань, желательно. Берите темные свечи. Если у вас в городе нет темных свечей, возьмите синие свечи. Возьмите там темно-малиновые какие-то другие, но не белые. Вот 3 свечи. Благовоние. Благовоние, в принципе, любая.
Я сегодня не буду учить вас травами, потому что травами немножко другой вариант. Травы немножко уносят такие потусторонние сферы, оно вам не надо. Вы почистите вот так. С помощью сил, которые находятся у вас дома, активизируя эти силы, вы уберете то, что в вашем доме поселилось и мешает вам жить. Еще раз скажу, нежить, что означает? Это то, что лишено физического тела. То есть это боги, духи, сущности, призраки, что хотите. Это нежить. Нежить это не плохое название, это не означает зло или что-то нехорошее, скверное. Нежить это означает то, что не живое, то есть то, что не принадлежит миру живых, то, что не имеет тела. Вот и все, больше ничего. А это может быть кто угодно и что угодно. От сил, от демонов, от богов и далее, и далее. Вот вы говорите, да, вот заниматься магией. Вот я вам рассказываю, смотрите, 1:30 ночи. И я абсолютно одна дома. У меня дома движение, у меня дома через зеркала что-то проходит, какие-то тени. Вот слабо вам вот так вот жить и делать. Если уверены в себе, если не боитесь, что будете сходить с ума и что будете в панике метаться и искать спасение от этих сил, которые вас преследуют, какие-то голоса, шорохи, там, ночные там, кошмары, все так. Вот уверены, ребята, занимайтесь какой магией хотите, это ваша проблема. Но вас, когда пытаются помочь вам, когда пытаются спасти вашу судьбу, не принимайте в штыки, не принимайте этого человека как врага. Потому что пройдет время, вы поймете, что вы действительно зря не послушались, действительно влезли и заработали себе очень много проблем, и очень много страхов, очень много ужасов. И этот человек вам не враг был, и не жадина, что вот я хочу только колдовать, и все, как мне сегодня одна очень умная личность написала, что вот вы специально говорите, чтобы к вам не ходили, чтобы люди сами не развивались. Вы считаете, что такие сущности и силы любой человек может вызвать, если будет развивать в себе что-то. И поэтому я специально говорю, чтобы ходили ко мне. Но это смешно. Если я могу их вызвать, если мне это позволено, если я знаю как, если у меня есть опыт методом ошибок и методом наказаний и все такое, я за год наработала себе опыт, и я могу это сделать. Это же не говорит о том, что любой человек может это сделать. И надо ли любому человеку, думаетесь, вызывать эти силы, когда десятки лет уходит на то, чтобы безопасно с ними работать, а вы говорите, за несколько месяцев мы бы могли так развиваться, чтобы к вам не ходить. Да не ходите и так ко мне. Кто вас просит-то? Я же 100 раз говорю, я неадекватных людей не люблю. Когда мне человек приходит и со мной работает, я хочу, чтобы он задавал мне очень много вопросов, все выяснил, все прояснил, только тогда пришел. Почему? Потому что тогда с ним легко работать. Он уже имеет представление, он готов, он знает, что должно быть, как должно быть, и уже спокойно с этим человеком. Когда человек неадекватен, когда человек сразу кидается во все тяжкие, когда готов с тобой и работать, и слушать тебя, и делать все, что ты хочешь, но не задавая никаких вопросов, он ждет такие чудеса. И если ты вдруг чего-то не оправдаешь, у него просто будет, крышу рвать. Вот почему я говорю, что фанатичные и полусумасшедшие люди, ищущие чего-то, мне не нужны. Но если есть люди разумные, которые могут меня понять и понять, что я говорю им, да, вот я вам сейчас говорю, вот это, ребята, вам можно провести, если вы хотите. Здесь не надо вам ни посвящения, ни определенные какие-то там знания, ни определенную силу особо. То, что у вас есть, вам разрешено в своем доме вызвать определенную силу, попросить с помощью сил дома, чтобы вам жилось легко. Это вам можно. Поэтому я вам это даю и разрешаю делать. Ритуал мой. Абсолютно мой, испробован, все мои ритуалы испробованы много-много раз, и мной, и другими, и все, что я вам даю, уже, испробовано, уже показано, уже натренировано, полный ход. Это все рабочие ритуалы. Нерабочих я не даю, и нету нерабочих у меня. Я лично их не использую, нерабочих. Итак, вот вам алтарь, простенький. Благовоние, свечи, черная ткань.
Как только чувствуете опять тяжесть, опять остановка в доме, всего опять какой-то чего-то не очень, опять проведите, очистится пространство. Утром будете просыпаться бодрее, у вас сил будет больше дома. Понимаете, желание будет жить больше. Меньше депрессии, меньше вот такого состояния подавленности. Это надо читать в каждой комнате. Алтарь здесь оставляете, берете свечу. Вот это, у меня сейчас камера в руках, поэтому я не могу вот это все показать. Я вам один раз говорю или два раза, чтобы вы запомнили. И вы в каждой комнате это читайте, начитывайте. Свечи потом тушите пальцем или, если у вас есть вот приспособление, все, уберите алтарь или можете оставить до утра, это не имеет значения. Потом откройте чуть-чуть окна, проветрите дом, и на этом все. Посчитайте, что оно ушло. Я обещала сегодня человеку дать от неживого человека, то есть от души, которая неупокоенная там ходит, вот он может провести это. Это сразу его уберет из его дома. Женщина говорит в женском как бы роде, да, мужчина, что можно говорить мужчине, там, например, есть слова царь-государь, женщина, царица-государиня, вот и все, чтобы вы поняли. Дом моя крепость, я тут царица-государиня, бариня и господариня. Мне тут повелевать, кто до меня тут жил, да был, пожил, побыл, ушел, прошел, обратный путь навек забыл. О, дух дома, меня услышь, меня прими, со мной дружи, мной дорожи. Все, кто нежить, али нечисть, дух дома всех гонит и бьет. Живым живое, мертвым мертвое, мертвым да чужим средь живых не место. Гоню, гоню, изгоняю, дух дома мне в помощь. Сам уходи, я тут царица, я тут господариня, я тут государиня, сгинь навеки. Вот это все начитывайте в каждой комнате вашего дома. Благовоние пускай заканчивается до конца, обкуривается, да, свечи тушим, все. Проводите несколько раз. Несмотря на как бы простые слова, это очень сильно. И оно очень сильно помогает сразу же. Потом, ребята, не забывайте, что то, что вам дает ведьма, то, что через нее пропущено, отдано вам в подарок, оно уже рабочее. Знаете почему? Потому что эти силы уже принимают вот этот заговор и этот ритуал как данность для себя, как приказ. Почему? Потому что оно ушло от меня. Я, если грубо сказать, я выбросила во Вселенную это, да, я сказала, эту информацию отдала, а значит, оно должно работать. И если я вам разрешаю, даю свое добро и говорю, проведите, значит, они препятствовать не будут. Давайте еще раз прочитаю на всякий случай. Дом моя крепость, тут я государиня, тут я царица, бариня и господариня. Мне тут повелевать, кто до меня тут жил, да был, пожил, побыл, ушел, прошел, обратный путь навек забыл. О, дух дома, меня услышь, меня прими, со мной дружи, мной дорожи. Все, кто не жить, али не честь, дух дома всех гонит и бьет. Живым живое, мертвым мертвое, мертвым да чужим средь живых не место. Гоню, гоню и изгоняю. Дух дома мне в помощь. Сам уходи, я тут царица, я тут государиня, я тут господариня. Сгинь навеки. Между прочим, ветерок прошелся, немножко холодновато стало. Но это хорошо. Заодно и моя хата почистится. Ну, Пущок, ты там ходишь или кто-то еще? Достали вы меня уже. Проведите.